Главный врач из Дагестана, которую заставили объясняться за то, что она якобы по идеологическим причинам отказалась принять пациентку, закрытую никабом, рассказала, почему мужчины в Кавказском регионе хотят, чтобы их женщины ходили с закрытыми лицами. Смысл никаба оказался прост, и дело вовсе не в религиозных принципах. Разберем все подробности в нашем сегодняшнем выпуске. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые видео. Евгения Макеева, главный врач Хасавюртовской клиники, подвергшись травле в родном городе из-за обвинений в отказе принять пациентку в никабе, впервые дала интервью прессе. Журналисты Регнума сумели поговорить с ней, о чем сообщила главный редактор издания Марина Ахмедова. В этом интервью Макеева не только рассказала об инциденте, но и призналась, что проблемы с пациентками в никабах возникали и раньше. Причина крылась не столько в одежде, сколько в поведении мужей. История оказалась сложной, и давайте разберемся по порядку. Евгения Макеева стала одной из жертв Гаджимурада Ханова, который вместе с другими активистами проверял соблюдение норм шариата в Дагестане. Это не было официальной деятельностью, скорее хобби. Однако страдали от этого хобби реальные люди. Ханов обвинил Макееву в том, что она отказала пациентке в медицинской помощи из-за никаба. Это было ложью. Несмотря на это, Ханов и его сторонники начали угрожать владельцу больницы и самому главврачу, заставив Евгению извиниться и сфотографироваться в платке на манер мусульманского для сайта клиники. Ханова потом задержали силовики, при обыске он пытался спастись во время прямой трансляции. Судя по всему, ему это не удалось, расследование против активиста продолжается. В интервью Евгения Макеева подтвердила, что попросила женщину снять никаб для удобства осмотра из-за сильных болей пациентки. Но причины были далеко не только в этом предмете одежды. Подобные инциденты происходили по одному и тому же сценарию. После интервью с врачом Марина Ахмедова поделилась следующими подробностями. Бывает, в клинику, где работает Евгения, приходят женщины в никабах. И когда женщины его снимают, оказывается, что их лица в ссадинах и синяках. А порой на их лицах нет живого места. Женщины отказываются жаловаться на то, что их бьют мужья, и получается очень удобно: избил жену, надел на нее никаб, и ничего не видно. И никакого тебе даже общественного порицания. Хорошо устроился. Если женщина отказывалась рассказывать полиции об издевательствах мужа, то Макеева хотя бы старалась взять ее номер телефона для экстренной помощи. Позже врачам звонили эти женщины за помощью, а их мужья устраивали скандалы из-за страха разоблачения. Несмотря на действующий в Дагестане Уголовный кодекс Российской Федерации, запрещающий насилие в семье, многие мужчины его не уважают и наказания не боятся. Скандала следовало ждать. И вот он случился. А для запрета никаба появился еще один хороший повод: ничто не должно скрывать следы насилия в семье, заключила Ахмедова. Кстати, Гаджимурад Ханов, как добавила Марина Ахмедова, оказался также участником погромов в Махачкалинском аэропорту. Однако его никто не наказал за эти действия. В отсутствие наказания он продолжил свою противоправную деятельность. Разве это нормально? Более того, Ханов стал помощником депутата в Буйнакске, несмотря на то, что ранее был осужден в Германии как вербовщик запрещенной в РФ ИГИЛ и за сбор денежных средств для террористов. Как сейчас стало известно, блогера-радикала, оскорблявшего русского врача, арестовали на 2 месяца по статье о хранении оружия. Ваххабиту вменили статью 222 УК РФ о хранении оружия и заключили под стражу на 2 месяца. Возвращаясь к обсуждаемой теме, становится очевидным, что инициатива запретить одежду, закрывающую лицо и тело, получила еще один сильный аргумент. Абьюзеры не должны иметь возможность скрывать следы увечий, нанесенных их жертвам. На сегодняшний день временные запреты на никабы уже введены в Дагестане и Кабардино-Балкарии. 29 июня глава Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил о необходимости срочного принятия закона на государственном уровне, запрещающего подобную одежду. Примечательно, что такая одежда уже запрещена в ряде соседних мусульманских стран. Изначально речь шла о том, что под паранджой могут скрываться террористы-мужчины, оружие и пояса шахида. Теперь же мы понимаем, что одежда, закрывающая все тело и лицо, может скрывать еще одно преступление – следы насилия и побоев. А что насчет всего этого думаете вы, уважаемые зрители? Делитесь своим мнением в комментариях и не забудьте подписаться на наш канал, если вы этого все еще не сделали. Всем добра, всем пока!